Всех приветствую. Продолжаю выбивать свой полигон, в котором я уже работаю, наверное, месяца два. Результаты пока слабенькие. Можно сказать, что результатов никаких, не считая каких-то мелочей. Рассчитываю найти, конечно, клад. Должен быть. Клад должен быть. Но что-то пока я его найти не могу. Сегодня очередной выход. Сегодня 2 мая 2016 года. Температура градусов 14-16. Будет сухо, тепло. Так что буду ходить искать. А так пока все чисто и пусто, не считая всяких мелочей. Ну все, сейчас я собираюсь и буду потихонечку, если что будет интересное, буду вам показывать. Говорит, что надо копать. Ну, сейчас посмотрим, что здесь. Гильза от ракетницы. И что это, не знаю. Да, желтый цвет. Желтый цвет. Глубина сантиметров 30. Звонило очень хорошо. Идем дальше. Но это еще не все. Железяка конкретная. Но посмотреть надо, раз уж начал копать. Будем смотреть. Кусок железяки обыкновенный. Даже не осколок, а просто кусок железа. Вот, лежали вместе. Иду дальше. Очень хороший звук. Сейчас посмотрим, что здесь. Это 12 бьет. Ничего себе, как его патрон разворотило. Хотя не стрелянный. Как разорвало. Да, и звонил хорошо. Что только не попадается в курортной зоне. Ну вот очистим. Дюны с пляжем. Будем выбрасывать все это, конечно. Такая вот конструкция разорванная. Много чего интересного найти можно. Достаточно глубокая цель. Сейчас посмотрю, что здесь. Посмотреть надо. Потому что ищешь одно, а находишь всегда другое. Что-то я попал не на то место. Что здесь вот какие-то гильзы постоянно попадаются здесь. Там внутри лежит. В общем, тоже патрон. Нет, какая-то гильза. Тоже желтый цвет. Не знаю, каких времен. Если кто знает, напишите. Ну, это что-то их здесь много, уже вторая штука за последние 15 минут. Звонит хорошо. Ладно, буду искать дальше. Медная проволока. Ну, грамм 50. Блин, я на меди заработаю и на железе больше, чем на кладах. Блин, что-то такое место интересное. Медь, обыкновенная медь, хорошо звонила. Вот, выкопал. Ну что, буду складывать в мешок. У меня килограмм уже 20 есть, наверное, 30. Будет в коллекцию.
Еще один разорвавшийся патрон. Интересно, что с ними делали, чтобы их так раскорячить. Кто хоть знает, напишите, просто уже интересно. И не стрелянный, и разорванный. Я, кажется, догадался, что здесь было. Скорее всего, после войны дети здесь жгли костер и бросали туда патроны, потому что очень много осколков, разорвавшихся патронов. Рисковые детишки. Другого ответа я найти не могу. Ну, все в осколках. Надо с этого места уходить, иначе я здесь закопаюсь надолго. Так, вот здесь в низине находится тропинка. В предыдущих видео я рассказывал, я искал это место. По ней таскали лодки к морю. Вот сейчас я туда спущусь, пройду вниз, а потом вверх и на пляж. Хороший сигнал. Сейчас посмотрим, что здесь. Так, 10 копеек. Современные. Как они здесь оказались, даже не знаю. Ну, где-то с глубины, наверное, с полштыка. Вот, учебное пособие, что такое культурный слой. Если, грубо говоря, эти сосенки здесь посадили, видно, что их сажали, вон рядами стоят. Если их посадили здесь, ну, лет 10 назад, вот считай, в этом месте культурный слой составляет сантиметров 10, пускай, за 10 лет. Вот. Песка нанесло сюда. Вот, даже и выше где-то лежало. В общем, 10 копеек. Ну, первая находка за сегодняшний день. Ну, хоть что-то. Десюнчик. Когда закапываете ямы, возвращаете, не забывайте их притаптывать, чтобы не разнесло ветром. Вот. Все. Была ямка? Нет ямки. Вот сейчас внизу я уже был. Сейчас пойду наверх, в сторону моря. Итак, это обыкновенное мусорное место. Не в том смысле, что мусор, в том, что очень много металлической стружки. Дюны выдуваются, металл остается наверху. Песок весь выдувается. Вот, в принципе, для чего и нужна дискриминация. Сейчас, если мы включим, так вот станем. Вот я убрал весь металл. Видите, он практически не реагирует. Вот только вот если ржавчина где-то там 40 выскакивает, 48. Ну, поет достаточно хорошо. Ну, это металл. Ржавое железо. Эти по железке не работает. Вот видите, появился элемент не металлический. Это алюминий. Алюминиевая крышечка. Или цинковая. Может, цинковая. О, 36 дает сразу. Видите, вот он. Посмотрим, как он будет выделяться. Ну, предположим, он лежит. Видите, если есть предмет среди железа. Видите, железо мы отстегнули, убрали. Вот он дает четкий сигнал 36. Значит, среди даже такой металлического мусора можно что-то обнаружить. Ну, желательно, конечно, монокатушкой. Вот здесь мусор сплошной. Металл. А вот и подарочек сегодня. Честно сказать, я даже не поверил,
пока не откопал, не очистил. Так, вот яма, вот мусор. Зацепился я, конечно, чуть-чуть за другое. Там вот за ржавые гвозди. Когда я достал, оказалось, еще идет сигнал. И вот что вышло. Скорее всего, эту монету, сейчас объясню, что это за монета, если я не ошибаюсь. Скорее всего, ее вместе с мусором выкинуло прибоем. Здесь вот линия прибоя была. Зимой были сильные шторма. Вот ее, скорее всего, вынесло. Так. И практически она находится на месте, в том месте, где я вычислил спуск лодок. Где немцы спускали свои лодки. И, скорее всего, кто-то или обронил, или где-то в этом месте затонувшая лодка. И вот ее вынесло прибоем. Так, что это такое? Это серебро. Серебряная монета. С одной стороны, как видите, крест. Честно сказать, я даже сам не верю себе, что я ее нашел. Блин, 2 часа по пляжу ходил. Сейчас даже руки трясутся. Так, вот крест. С одной стороны, крест. С другой стороны, символ. И проглядывается надпись «Росток». Росток — это, скорее всего, монета Ганзейского союза. Скорее всего, где-то 14 век. Ну, вот, считай, месяц поисков увенчались успехом. Вот такой вот расклад. Ну вот, нашел я ее высокочастотной 1875. Потому что, скорее всего, обыкновенная бы ее не взяла. Она, может, даже на ребре стояла. В принципе, глубина у нее, я лопата. Глубина где-то на штык. Ну, где-то с мусором. Вот дальше где-то чистый песок. Где-то получается вот так. Где-то она получается у нас лежала. Чистый песок, сверху вот мусор нанесло, и вот палки и ветки. Да, даже не ожидал. Подведу итог за сегодня. Я просто показал монету. Честно сказать, я рад, что нашел себе монету. Не потому, что сам ее нашел, а то, что мои расчеты оправдались. Теперь по этому механизму я буду работать дальше. Механизм заключается в том, что я изучаю старые карты. В основном я работаю по пляжу, по дюнам, в основном лодки, катера, то, что было когда-то в старину. И далее выделяю полигон. И этот полигон потихоньку выбиваю. Вот этот полигон, где я нашел монету, у меня ушел месяц. Практически находки встречаются разные. Вот от 10 копеек сегодня. Вот. От 10 копеек современных. Ну как современных, 10 копеек, наверное, лет 10-15. И заканчивая вот медной проволокой. Как я говорил выше, у меня уже килограмм уже 20-30. Потом по осени все сдам. Тоже какой-то заработок. Ну и всевозможные детские шалости, как то разорвавшиеся гильзы. Это я все выброшу. И всевозможные ракетницы. Скорее всего, это ракетницы. Если кто знает, что такое, может мне сказать. То есть, для того, чтобы что-то найти, надо это изучать. Я в этом убедился. Потому что просто так ходить, прохладно, продуло меня. Просто так ходить и что-то искать, конечно, эффективность очень низкая. Ну вот сегодня такие у меня результаты. Буду искать дальше, буду ходить, буду вам показывать. Занятие достаточно интересное. Совмещать его с отдыхом — двойная польза. Все, всем спасибо.
Не поверите, что-то еще нашел. Зря я с вами попрощался. Вот еще какая-то монета выскочила. Практически в 3 метрах. Сейчас я это место, в принципе, оно у меня забито. Google Maps. Вот странно. Видите, что делает высокочастотная катушка? Скорее всего, на ребре. А глубины практически здесь и не было. Вот, скорее всего, ее с мусором и выбросило. Что это такое, я не знаю. Даже не могу определить. Ну, какая-то еще монетка. Может, даже и жетон какой-нибудь заржавевший. Факт вот, что находки есть. Что это такое, я пока не знаю. Судя по тому, что современный бытовой мусор находился ниже монеты, то есть монета лежала сверху, буквально там в 10 сантиметрах вместе с деревяшками, а неизвестно какой пакет, я стал искать дальше, лежал глубже, напрашивается вывод, что монету принесло с моря. Значит, в море лежит какое-нибудь судно или корабль, с которого постоянно выбивает мелочь, деньги. Наверное, деньги. Одна монета 1500 года, другая монета 1700 года. Я там разглядел цифры, но я там еще посмотрю. То есть надо это место полностью выбивать. Вот я выбрал себе новый полигон. Отмерю туда метров 30, вправо метров 30. И буду потихоньку это место выбивать. Это у меня работа на будущее. Вот это яма. Это получается на штык. Я ее засыпал немного. Практически все это высокочастотной катушкой моно. Так, на улице тепло, но холодный ветер. Народ загорает в дюнах и гуляет.